Светофор, красный свет, окрашу зеленым и сделаю бум. Бриллиантами окрашиваю путь. Точка А, точка Б, ей нужен курс. Катаю в облаках, рандеву, 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 но без чувств. Бриллиантами окрашиваю путь. Это ЦАО, это Якиманка, и это наш новый выпуск на канале про этот замечательный район, по которому мы сегодня прогуляемся, посмотрим на все его основные достопримечательности, изучим инфраструктуру, узнаем его непростую многовековую историю, посмотрим на архитектуру старой Москвы и поговорим про проекты недвижимости, которые здесь возводятся. В наших лучших традициях обсудим все плюсы и минусы этой локации и постараемся ответить на вопрос, для кого же все-таки она, Якиманка. Если вам интересна тема, то обязательно продолжайте смотреть это видео. Меня зовут Артем, я рад вас всех снова видеть на своем канале. Мы очень долго готовили к выходу этот ролик, очень старались, поэтому прямо сейчас поставьте лайк этому видео, нажмите на кнопку подписаться и колокольчик. Это сильно помогает развитию канала и мотивирует снимать дальше новые выпуски. Присаживайтесь поудобнее, в этом ролике будет много полезной и интересной для вас информации. Здесь дорого, богато и очень атмосферно. В общем, все как вы любите. Мы начинаем. Погнали! Рандеву напишу, закрой дверь, сумки пэк, не лечусь, может плей. Никогда не понимал их шутей, кому там дали жутей. Good man, это move day. Танцуем, добавил углей. Начал выходные из будней, липнет, будто капает с рук, снова голодный, что там по кухне? И начнем мы нашу прогулку с Патриаршего моста, соединяющего Хамовники с Якиманкой, откуда открывается шикарный вид на главный православный храм страны, храм Христа Спасителя. Якиманка находится в южной части ЦАО. Ее северная граница проходит вдоль Софийской набережной, на юге район упирается в третье транспортное кольцо. Вдоль всей западной границы протекает Москва-река. На востоке расположилось Замоскворечье, на севере Тверской, а на юге Донской и Гагаринский район. Свое название Якиманка получила от церкви Иоакима и Анны, которая была снесена в 1969 году при строительстве нового проезда и к нашему времени, к сожалению, уже не сохранилась. Вообще территория современной Якиманки заселялась медленно. Добираться до нее приходилось на лодках, поэтому регулярную связь с Кремлем поддерживать было сложно. В начале XVIII века Якиманка становится купеческим центром Москвы. Здесь строились первые фабрики, мануфактуры, склады, а также появлялись усадьбы именитых дворян. Вообще, этот район любит слово «первый». Впоследствии именно здесь основали первую в Москве публичную больницу, первый яхт-клуб, первый механический завод и первую электростанцию. В 20 веке Якиманке крупно повезло. Согласно генплану реконструкции Москвы 1935 года, на ее территории должно было замкнуться бульварное кольцо. Строительство магистрали уничтожило бы огромную часть исторической застройки, и до наших дней район дошел совершенно бы в другом виде. Однако этому плану помешало начало войны с Германией. Поэтому сейчас Якиманка – один из немногих районов, который до сих пор сохраняет величественный и неторопливый дух старой Москвы. По левую сторону от меня на Берсеневской набережной, сразу же после памятника Петру Первому, располагалось легендарное место – фабрика «Красный Октябрь», символ советской и российской кондитерской промышленности. Здесь производились такие конфеты, которые мы хорошо помним и любим с детства, как каракум, красная шапочка, мишка, косолапый буревестник и ромашки. История фабрики уходит далеко в 50-е годы 19 века, когда молодой немец И.Н.М. приезжает покорять Россию и открывает свое кондитерское дело. Причем делает он это настолько быстро и успешно, что уже через несколько лет его продукция попадает к столу членов императорской семьи. Из интересных фактов стоит отметить, что товарищество И.Н.М., а именно так тогда называлось это предприятие в честь его основателя, производило шоколадные музыкальные пластинки, в которые вставлялись специальный мини-граммофон, и воспроизводилась одна из 72 музыкальных мелодий.
Такие пластинки стоили очень дорого, от 25 до 30 рублей. И чтобы было понимание, по тем временам на эти деньги, к примеру, можно было купить корову. После Великой Октябрьской революции фабрика, как и все частные предприятия в России, была национализирована и получила новое название под стать эпохе. Красный как цвет революции и октябрь в память о месяце, изменившем политический строй. В 60-е годы перед технологами фабрики была поставлена задача придумать бюджетную шоколадку, которую мог бы позволить себе каждый советский гражданин. Так появилась всеми любимая Аленка. Шоколадку так назвали в честь дочки первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Сладость содержала много молока и стоила 80 или 90 копеек. Поэтому людям зачастую приходилось выбирать – купить 2 килограмма картошки домой или плитку шоколада. Сегодня здесь на стрелке острова на площади в 6 гектар реализуется новый архитектурный проект с одноименным названием, в котором застройщик обещает сохранить исторический контекст, фонд и общую архитектурную концепцию этого места, куда очень органично впишутся новые строения. Планируется несколько очередей строительства. Первая, состоящая из небольших особняков на 29 квартир, будет реализована к концу 2026 года. Архитекторы использовали традиционные для исторического центра Москвы фасадные решения из красного кирпича с уникальным авторским орнаментом. Со стороны Болотной набережной высота постройки будет от 4 до 6 этажей. Со стороны Берсеневской планируется здание до 8. Всего в проекте до конца 2028 года будет реализовано до 300 квартир в общей сложности. Площади будут варьироваться от 70 квадратов за однокомнатную до 190 за просторную из 3 спален. При этом на площадке будет всего 1-2 квартиры. Все лоты будут сдаваться с предчистовой отделкой White Box, а управление инфраструктурой возьмет на себя сеть 5-звездочных отелей «Совой» с вековой историей, под брендом которого, кстати, на территории возведут еще и отель с обширной инфраструктурой. Резидентам будет доступен wellness-клаб, медицинский центр, рестораны, а также собственный парк с дополнительной пешеходной связью в виде моста, парк-музеон и прогулочные зоны по водоотводному каналу. Рядом с императорским яхт-клубом будут восстановлены причальные сооружения, которые позволят жителям воспользоваться сервисом речного такси и парковкой собственных яхт. Продажи идут здесь в закрытом формате. Стартовая стоимость начинается от 2 миллионов рублей за квадратный метр. И, безусловно, я скажу так, что оно того стоит, потому что это не просто клубный делюкс-резиденция, это такая, назовем ее, трофейная, коллекционная недвижимость. И в целом это просто фантастический проект в невероятной локации на Золотом острове в 800 метрах от Кремля. Здесь нужно хотя бы раз побывать, прочувствовать дух этого места, и вы в него обязательно влюбитесь. Движемся далее. Напротив Красного Октября находится ГЭС-2, городская электрическая станция, которая была построена еще в царской России, чтобы питать сеть московских трамваев, Кремль и центр города. Сейчас это отреставрированный архитектурный объект, одна из точек притяжения острова Балчуг, да и в целом всего города. Сегодня там находится кафе, кинотеатр, библиотека, проходят различные культурные выставки, лекции, мероприятия и перформансы. Напротив ГЭС расположен, так скажем, главный арт-конфликт Москвы, инсталляция «Большая глина» швейцарского художника Урс Фишера. И по задумке автора эта экспозиция представляет собой увеличенный в несколько десятков раз кусок глины. Но москвичи это восприняли не как глину, а как что-то иное. Что видится именно вам, здесь напишите в комментариях. Переходим через водоотводный канал и попадаем в парк искусств «Музеон», который служит началом огромной парковой зоны в несколько километров вдоль Москвы-реки, проходящей мимо парка Горького и до самого нескучного сада. Это пространство еще называют парком скульптур под открытым небом. В коллекции здесь находится более 1000 экспонатов важных деятелей соцреализма, советского авангарда и паблик-арта. А еще здесь регулярно проходят показы редких фильмов, необычные выставки, музыкальные фестивали и экспериментальные театральные постановки.
А вообще это уникальное место, в котором просто приятно находиться, прогуливаться по набережной или просто любоваться роскошными видами в одном из многочисленных кафе за чашечкой кофе. Для велосипедистов оборудованы выделенные велодорожки, есть где покататься на скейте, на самокате. Вход абсолютно бесплатный, поэтому обязательно приходите. На территории парка, кстати, находится один из филиалов Третьяковской галереи «Новая Третьяковка», в которой представлена экспозиция «Отечественное искусство 20-го столетия» и «Актуальное течение 21 века». Чуть южнее начинается главный парк Москвы, центральный парк культуры, отдыха имени Горького, который, я уверен, что в представлении никому не нуждается из вас. Единственное, что хотелось бы добавить, что помимо всевозможных летних видов развлечений, на его территории еще заливают один из самых больших катков в нашей стране. А еще там находится гараж, один из важнейших музеев современного искусства. В самой южной части район перетекает в Нескучный сад. Это такая живописная локация среди деревьев, с романтичными аллеями, каменными мостиками, старыми дворянскими усадьбами. Это прекрасное место для того, чтобы приехать сюда либо с детьми. Здесь много отличных площадок, а также довольно-таки много избалованных белок, которых можно покормить с руки. Либо же просто неторопливо, прогуливаясь по набережной после рабочего дня, перевести дух и насладиться тишиной и спокойствием. Кстати, готовясь к выпуску, я для себя узнал интересную историю, почему это место называется Нескучным садом. Существует несколько версий, и по одной из них вокруг загородной усадьбы одного из промышленников, которая располагалась на месте сегодняшнего здания Президиума РАН, был разбит прекрасный ботанический сад, где было высажено огромное количество всевозможных растений, включая экзотические. А в оранжереях росли не только пальмы, но и плодоносящие ананасы и виноград. Сад был открыт для прогулок, и посетители зачастую норовили сорвать понравившийся плод или цветы, вытаптывая при этом посадки или ломая ветви деревьев. Чтобы как-то бороться с этим, владелец придумал ставить на постаменты живых людей вместо имевшихся в саду статуй. Крепостных обмазывали белилами, они замирали в неподвижной позе при подходе посетителей, но в случае воровства соскакивали с постамента и хватали воришек за руку. Эффект был у этого метода, конечно же, поразительный. Некоторые от страха падали в обморок, а у добропорядочных посетителей это вызывало взрыв смеха. И благодаря такой хозяйской забаве место москвичи прозвали Нескучным. Мы переместились на пересечении Большого Толмачевского и Старомонетного переулков, где находятся два роскошнейших проекта делюкс-класса. Первый – Армани Касса. Это единственный в России проект, созданный в партнерстве с легендарным итальянским домом Армани. Здесь всего 24 резиденции с полной отделкой, включающих фирменную кухню и сантехнику от Армани, а также 3 пентхауса с увеличенной высотой потолков, просторными террасами и панорамными видами на центр столицы. Передача ключей запланирована уже на лето этого года, но свободных лотов в продаже практически не осталось. Второй проект, который находится буквально в нескольких десятках метров от Армани, это дом Лаврушинский. Бескомпромиссный дом с лучшими видами на Кремль. Именно так заявляет в своих рекламных буклетах девелопер этого проекта, компания Смайны. Про него мы поговорим подробнее, и вот почему. Первое. Начнем с того, что это самый высокий дом на Якиманке. 54 метра, 14 этажей. Благодаря этому факту и малоэтажной окружающей застройки из большинства квартир открываются панорамные, ничем не загороженные виды на Кремль и другие достопримечательности центра Москвы, включая храм Христа Спасителя и собор Василия Блаженного. Все корпуса расположены параллельно Кремлевской стене. В самой архитектуре нет острых углов, а фасады, выполненные из износостойкого известняка, дополняют эмалированные окна и угловые такие каплевидные балконы. Второе. Под благоустройство здесь выделено 75% площади участка.
На закрытой территории находится самый большой на элитном рынке в историческом центре двор-парк площадью 1,4 гектара с фонтаном, ручьем, рукотворным прудом и зонами для йоги. Для занятий спортом на открытом воздухе есть воркаут-зона. Для детей предусмотрена развивающая детская площадка и игровая комната, куда в случае дождя ребенок сразу же может съехать по горке в ее подземную часть. Говоря про внутреннее наполнение, следует также отметить, что резидентам будет доступен частный фитнес-клуб с зонами спортивных и кардиотренажеров, собственный 25-метровый бассейн, сауной и хамамом. Есть бьюти-рум, куда можно пригласить своего специалиста. Всего в проекте 153 квартиры, сдающиеся без отделки и более 100 планировочных решений. Высота потолков 3,35. Здесь есть пентхаусы с дровяными каминами, вторым светом, где высота потолков достигает уже более 8 метров, с возможностью установки собственного лифта, просторными террасами и своим частным бассейном с видом на Кремль. Говоря про квартирографию, отдельное внимание стоит уделить и 6 элитным виллам площадью от 134 до 660 квадратных метров, у которых предусмотрено уютное придомовое патио, а в подземном пространстве есть личная зона спа с бассейном. Еще важный момент для центра Москвы. На -1 и -2 этажах есть подземный паркинг на 279 машиномест с системой распознавания госномеров, зарядками для электромобилей, келлерами для хранения сезонных вещей, автомойкой на 2 поста и комнатами отдыха для водителей. Из интересного, застройщик перед строительством собрал 1,5 десятка премиальных автомобилей, замерил их ширину с учетом открытых дверей и спроектировал увеличенные широкие машиноместа так, чтобы было комфортно заходить и выходить из авто и спокойно пользоваться багажником. Средняя стоимость квадратного метра по всему проекту на сегодняшний день варьируется в диапазоне 2,5-2,7 миллионов рублей. Видовые квартиры от 3-3,5. Есть лот, где стоимость метра превышает 5 миллионов рублей. И когда дом сдастся, а вот в эксплуатацию ожидается уже в этом году, я уверен, что цены будут еще выше. Это один из самых дорогих домов в нашей стране. И, конечно же, пожалуй, только самые достойные и самые успешные люди мира сего рассматривают это место в качестве адреса своего постоянного проживания. Ниже в описании будут контакты. Там есть мой личный номер WhatsApp, куда вы смело можете написать мне за подробностями по этому или любому другому понравившемуся из этого выпуска проекту. В день обращения я отправлю всю необходимую информацию и организую приватную экскурсию по выбранному объекту недвижимости. Лаврушинский, на мой взгляд, это один из самых ярких и самых лучших по качеству жизни домов, которые за последние несколько лет были построены в центре. Это действительно произведение искусства, и не зря он находится как раз-таки напротив Третьяковской галереи. В проекте отсутствуют какие-либо офисы, нет никакого ритейла, и, находясь на внутренней территории, возникает поразительное для центра ощущение тишины, простора, приватности и безопасности. В том числе и по этой причине в проект заходят довольно-таки многие покупатели семей с детьми. Помимо развитой внутренней и близлежащей детской инфраструктуры, рядом с домом находятся 3 престижных мультилингвальных детских сада: «Мир искусств» музеон, франко-русский детский сад и элитное образовательное учреждение «Планета детства», а также несколько школ. Лицей при посольстве Франции, где обучение происходит на французском языке, 179-я школа и 57-я, которая занимает 4-е место в рейтинге Департамента образования Москвы. И вообще говоря про образовательный кластер на территории Якиманки, помимо вышеперечисленных учреждений, есть еще 4 государственных детских сада и 2 общеобразовательные школы, несколько лет подряд также входящих в рейтинг лучших школ Москвы. Есть академический лицей Российской академии художеств, лицей 1548, 2 частные школы Пироговская и Золотое сечение. Все хорошо здесь и в части вузов. В районе располагается гуманитарный экономический университет, Московский институт стали и сплавов, Институт физики и атмосферы имени Обухова и ряд других.
Вероятно, главная достопримечательность Якиманки – это Третьяковская галерея, созданная братьями Третьяковыми, Сергеем и Павлом. Павел Михайлович был основоположником. Галерея была его домом и местом работы, вернее, даже сказать не местом работы, а местом служения, которому он посвятил всю свою жизнь. Это дело стало его страстью, его судьбою. Он был предпринимателем, купцом, меценатом и таким уникальным человеком, который изначально перед собой ставил очень высокую цель. Не просто собрать в одном пространстве большое количество предметов искусства и культуры, как это делают многие современные коллекционеры. Он планировал все это передать по наследству государству. Он об этом говорил, об этом писал, и эта информация декларировалась и во многих архивных источниках. Безусловно, человек вошел в историю и оставил после себя такое национальное достояние, которое сегодня является музеем просто мирового масштаба. У Третьякова был разносторонний вкус и невероятное чутье к работам малоизвестных авторов, которые впоследствии приобретали мировую славу. Вообще, его авторитет для художников той эпохи был просто огромным. Например, тот же самый Репин соглашался продавать некоторые свои работы только ему. Еще из интересных фактов стоит добавить, что императору Александру III, который также был коллекционером, не нравилось, что Третьяков часто посещал выставки первым и покупал там лучшие работы. У него даже была фраза «хотел купить, а купец перебил». И именно после этого было запрещено покупать работы на выставках до их посещения императором. Но Третьяков и тут нашел выход. Он договаривался с художниками и покупал их работы еще до того, как те попадали на рынки. И несмотря на то, что такое соперничество, такое соревнование с императором вообще могло довести до репрессий, Третьяков всегда выходил победителем. Рядом находится храм святителя Николая в Толмачах, один из старейших в Замоскворечье. Ему придан статус придомовой церкви при музее. После разорения в 30-х годах он был восстановлен и отреставрирован. Храм получил известность благодаря находящемуся там образу Владимирской Богоматери первой трети XII века, который был перенесен из Владимира в Москву во время похода Тамерлана на северо-восточную Русь. Вообще Якиманку часто называют районом утраченных церквей. У большинства из них была непростая история и тяжелая судьба. Но несмотря на то, что многие храмы здесь сильно пострадали во времена страшных пожаров в Москве в 812 году, а затем еще и активно уничтожались большевиками в 20 столетии, многие из них все же удалось сохранить. Сейчас на территории района находится около 15 церквей, и к самым известным из них можно отнести церковь Иоанна Воина, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке и храм святителя Григория на Полянке. Кстати, буквально недавно, в этом году, открылся для посетителей новый корпус галереи на Кадашевской набережной. В новом здании оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, которые расскажут об истории музея. А особый интерес представляет архитектурное оформление здания, на фасадах которого размещены репродукции произведений русских художников, входящих в зону охраны всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, мост, на котором мы сейчас находимся, называется Лужков мост, или, как некоторые его еще называют, мост любви. Это работа знаменитого советского скульптора Зураба Церетели, который также трудился и над созданием памятника Петру Первому, расположенному на стрелке острова Балчуг. Говоря про остров Балчуг между Москвой-рекой и водоотводным каналом, отмечу, что это его неофициальное название. В разные времена остров называли по-разному: и Болотный, и Кремлевский, и Золотой, но по итогу закрепилось именно это название, которое происходит от татарского «балчик», что означает трясина, грязь, болото. Здесь между Репинским сквером и Софийской набережной находится также один из самых дорогих объектов недвижимости в столице – проект «Золотой», состоящий из 2 кварталов от девелопера Capital Group. И, пожалуй,
это, наверное, одно из самых статусных мест для жизни в Москве. В первом квартале управление комплекса принадлежит международной компании гостиничного бренда «Мандарин Ориентал». А это значит, что все резиденты будут иметь доступ к отельному сервису мирового уровня. Всего в проекте предусмотрено 122 квартиры, 5 пентхаусов, 5 огромных по площади особняков и несколько очень редкого для России формата мезонет. Это двухуровневые квартиры с приватным садом и отдельным входом. Во втором квартале, который находится чуть дальше, есть также предложения по квартирам, особнякам, пентхаусам, двухуровневым резиденциям с патио. И все это великолепие в 2 минутах от Кремля. Проект реализуется, конечно же, в закрытых продажах. Поэтому, если вам нравится эта локация, если вы сейчас рассматриваете для себя подобные варианты, редкие, трофейные, ультра уникальные, поставьте видео на паузу, напишите мне на WhatsApp, и в день обращения я вам эти варианты предоставлю. Действуйте! Между 2 кварталами Золотого находится резиденция посла Великобритании. Ранее здесь располагалась городская усадьба Павла Харитоненко, русского предпринимателя, дворянина и сахарозаводчика, прозванного в народе «Сахарным королем». Когда королева Елизавета II побывала здесь в 1994 году, она назвала это здание самой красивой британской резиденцией в мире. Здесь же, в Репинском сквере, установлен такой скандальный монумент московского художника Михаила Шемякина «Дети, жертвы порока взрослых». Один из самых необычных памятников Москвы, который через аллегорию изображает, как сильно пагубные привычки людей отражаются на младшем поколении. Композиция составлена из 15 бронзовых фигур, 2 детей с завязанными глазами, а также фантастических персонажей, символизирующих человеческие пороки – воровство, алкоголизм, наркомания и другие. Памятник рассказывает целую историю, идея которой в том, чтобы взрослые люди решились обратить внимание на нравственность ради своих детей и всех будущих поколений россиян. Чуть дальше, на Болотной улице, находится еще один яркий проект – клубный дом «Дуо» от Hutton Development, такого особнякового типа на 49 коллекционных квартир, среди которых есть роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном, террасой и видом на Кремлевские башни. Фасад здания состоит из 2 частей. Первая – это бережная реставрация исторической застройки XIX века. Вторая – новое строительство, которым занимается итальянское бюро Марко Казамонти. А по центру находится арка, которая как раз-таки и соединяет эти 2 части. В разное время в доме жили и останавливались художник Иван Крамской, писатели Лев Толстой и Дмитрий Мамин-Сибиряк, а также композитор Петр Чайковский. Вообще говоря, про Болотную улицу, где мы сейчас находимся, нельзя не сказать про Болотную площадь, которая многим известна по политическим событиям недавнего времени. В средние века здесь жгли колдунов, а в 17-18 веках это было местом исполнения смертных приговоров различным преступникам, публичных казней мятежников и стрельцов. Так, например, из известных личностей здесь были казнены Степан Разин и Емельян Пугачев. И, в общем-то, это было такое достаточно страшное место. Несмотря на то, что территория Якиманки меньше, чем у других центральных районов в Москве, меньше по площади только Арбат, обойти ее полностью и рассказать в одном выпуске про все достопримечательности, наверное, просто невозможно. Здесь еще много интересных мест с исторической точки зрения, которые заслуживают отдельного внимания, такие как, например, дом купца Игумнова, один из известных памятников архитектуры в русском стиле, где в конце XIX века жил богатый купец и владелец текстильной мануфактуры. Это и палаты Аверки Кириллова, редкий образец частной застройки середины 17 века, и, конечно же, знаменитый дом на набережной, в котором жила партийная, научная и военная элита Советского Союза и многие другие.
Якиманка уникальна тем, что, прогуливаясь здесь, можно увидеть, как менялась Москва на протяжении столетий и какой непростой путь пришлось ей пройти, чтобы стать одной из самых престижных локаций для жизни в столице. И несмотря на минусы, присущие любому центральному району крупного мегаполиса, которые здесь, конечно же, тоже есть, такие как высокая загазованность, постоянные пробки, высокий трафик, большое количество туристов, дорогая парковка, иногда и вовсе ее отсутствие, это все равно прекрасное место для работы и для жизни с семьей. Благодаря обширной сети маршрутов общественного транспорта и наличию нескольких станций метро, район имеет отличную транспортную доступность. Здесь есть частные муниципальные больницы, поликлиники, фитнес-клубы и огромное разнообразие гастрономической инфраструктуры на любой вкус. Большую часть района занимает парковая зона, а все производства давно уже были вынесены за пределы центра. Якиманка собрала в себе разнообразный культурный досуг в шаговой доступности. Вы живете в самом центре, а все главные события разворачиваются прямо вокруг вас. А еще это, несомненно, достойное окружение. Жить здесь могут позволить себе только самые успешные, только те, кто действительно многого добился. Друзья, на этом у меня все. Закончить нашу экскурсию хотелось бы в этой фантастической локации, здесь, на Софийской набережной, вот с таким потрясающим, можно сказать, открыточным видом. Жду ваших комментариев о выпуске. Напишите, понравился ли вам формат этого видео, и если да, то обзоры каких районов вы бы еще хотели увидеть на моем канале. Спасибо за ваше время и за то, что досмотрели это видео до конца. Я вам всем желаю самого прекрасного настроения. Увидимся на канале. Пока!